Всем привет! Вы на канале Power Device, и в этом ролике я покажу вам пару интересных обновлений для Xiaomi, а также новые стильные анимированные иконки. Данные иконки выглядят так, но к ним мы вернемся немного позднее. Сначала покажу вам пару обновлений, которые касаются галереи Xiaomi. Первое обновление – это система искусственного интеллекта. Подобное обновление я уже выкладывал на своем канале, но это более новая глобальная версия. Здесь улучшена работа приложения и исправлены некоторые ошибки. Что же делает данная система искусственного интеллекта? Открываем, например, вот такое фото, нажимаем «Еще», «Показать в галерее», потом удерживаем на фото, оно выделяется. Мы можем его скопировать, сохранить, либо изменить фон. Конечно же, здесь можно подставлять свой фон. Нажимаем эту кнопку, выбираем изображение. Все готово. Еще одна функция данного обновления похожа на Google объектив. Откроем изображение, где есть надписи. Также обязательно показать в галерее. Удерживаем на какой-то надписи. Она выделяется. Можно ее скопировать. Все очень просто. Друзья, также должен отметить, что данное обновление подойдет не на все смартфоны. Даже не на все среднебюджетники оно подходит. Но все же вам стоит попробовать. И, например, на том же Poco X3 Pro это работает. К примеру, на моем Redmi Note 13 Pro Plus это, конечно же, без проблем работает. А вот на таком хорошем среднебюджетнике, как Redmi Note 10 Pro, к сожалению, эта функция не встает. Она просто не работает, хотя и устанавливается. Как только на него завезут такую функцию, если вообще завезут, то я обязательно сниму про это ролик. Следующее обновление уже подходит на более широкий спектр телефонов Xiaomi. Например, на мой Redmi Note 10 Pro оно без проблем устанавливается. Давайте его установим. Считаю, что данное обновление редактора галереи очень хорошо подойдет тем, кто любит работать с фотографиями, а именно с обработкой. Открываю какое-то изображение, нажимаю «Изменить». Отмечу, что здесь на Redmi Note 10 Pro я уже установил это обновление, как вы видели. Сейчас покажу, что изменилось. А вот здесь на Redmi Note 13 Pro Plus я его не устанавливал. Сейчас посмотрим, в чем же разница. Также и здесь нажимаю «Изменить», чтобы попасть в редактор галереи. Сразу обратите внимание, что обновление не на русском языке. Это не глобальное обновление, но его легко можно устанавливать на глобальные версии. И ждать такое обновление на глобальные версии бесполезно, так как такие фишки китайцы оставляют только для своих телефонов. Недавно я показывал, что в такую версию добавили качество. Теперь мы можем выбирать, какого качества будет наше изображение. Причем отмечу, друзья, что некоторые изображения, где видны пиксели, если поставить 100 и Best лучшее качество, потом его сохранить, оно немного улучшается. Потому как по стандарту стоит High, высокое качество, а мы ставим Best. В стандартной глобальной версии вообще этой фишки нет, но сейчас речь не о ней. Здесь добавили еще новые функции. Смотрите, заходим в уровни, и здесь также. Продвигаемся немного в сторону. В родной глобальной версии я дохожу до функции тени. Здесь она также есть, вот она Shadow. И вот отсюда начинаются новые функции. Новая функция Light Range. Она изменяет светлые участки и темные. Следующая похожая на нее функция Dark Range. Она также изменяет светлые и темные участки, только в другом диапазоне. Еще одна свежедобавленная функция кривые. Такая же подобная функция есть, например, в фотошопе. Смотрите, здесь можно создавать несколько кривых, тем самым выстраивать цвет на нашем изображении. Нажимаем сюда, чтобы посмотреть оригинал. Также диапазон можно изменять в сторону красного цвета, зеленого и синего. Вот они, появляются новые линии. Думаю, здесь все понятно. Также в этом обновлении добавлена еще одна новая функция – дисперсия. По моему мнению, очень креативная функция, она дает следующий эффект. Верхним ползунком выставляем нужный диапазон, а дальше уже подгоняем, как нам нужно. Здесь ничего сложного, вы сами легко разберетесь. Еще одна новая важная функция называется Clarity. Смотрите, я увеличу полностью изображение, насколько это возможно. Тяну вправо. Не знаю, видно ли это на камеру, но изображение стает более чистым. У него даже как будто бы слегка улучшается качество.
Оставшиеся функции совпадают с глобальной версией. Как всегда, данные обновления скину в свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой телеграм. Туда я всегда скидываю все полезные файлы и информацию. А сейчас, как и обещал в начале, покажу тему, которая дает вот такие анимированные иконки. Тема называется Blow UI V1. Сразу здесь отмечу, если у вас HyperOS, Xiaomi там намудрились темами. Например, если у вас MIUI 14, эти темы у вас легко могут находиться и устанавливаться. А вот на HyperOS это уже не факт. И если вдруг даже на MIUI 14 вы не можете найти данную тему, попробуйте найти ее вот по этому автору. Просто вбейте название в поиске тем. В одном из предыдущих роликов я показывал похожую тему, тоже с очень крутыми иконками. И она находится именно вот по этому автору. Ее иконки также очень крутые. Мне они также нравятся. Друзья, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Желаю вам, как всегда, качественных девайсов и правильных настроек. И до встречи в следующих роликах. Пока-пока.